Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за нашими встречами с Павлом Щелиным, известным политическим философом. Он на связи, мы в прямом эфире. Павел, приветствую вас. Здравствуйте, Александр и уважаемые зрители. Очень рад, что огромное число людей просто, не просто там смотрят, ставят лайки, а еще и участвуют в нашей беседе. Ровно для этого мы выходим с определенной регулярностью, беседуем с Павлом, для того, чтобы не просто понять сущность того, что происходит, немножко там посмотреть в будущее или там оценить с позиции там историосовской какие-то процессы, а и ответить на ваши вопросы. Все максимально просто. Если хотите присоединиться, то тогда сообщество YouTube абсолютно открытые анонсы, там люди в комментариях уже привыкли, оставляют свои вопросы. Также клуб зрителей Шелеста, закрытый клуб, и там есть тоже анонс нашей встречи, чат трансляции. Эти все вопросы мы аккумулируем в конце. QR-код, который видите на экране, возможность прямо на экране чего-то написать. С этих вопросов будем начинать нашу сессию ответов и вопросов. Конечно, в описании к этому видео, и это обязательный, скажем так, ритуал наших встреч, это возможность быть на связи с Павлом Щелиным. Есть телеграм-канал, есть закрытый телеграм-канал, YouTube, конечно же. Поддержите Павла на Патреоне. В общем, все исходные данные Павла Щелина в описании к этому видео. Переходите и интересуйтесь. Также всем большое спасибо за то, что, если есть у вас в вашей стране там супер стики, супер чаты, супер-пупер, в общем, функции. Это очень здорово и для канала Павла Щелина, и, конечно же, для канала, где сейчас идет этот прямой эфир. Все максимально вживую, все как есть, и все по горячим следам вместе с такими сущностными вопросами. Начнем с трендом последних дней. В общем, Зеленский поехал к Макрону, несуразные заявления такие, что скоро все... Вообще, в последнее время загадками говорит Зеленский, говорит, скоро все может поменяться, какие-то в общем, тяжелые у него непростые решения, и такой тон достаточно, в общем, такой удрученный. Но с Макроном сегодня все было весело, все так уверенно, даже кто-то потроллил или правду написал в «Украинской правде», говорит, Зеленский сейчас образца 22 года, опять бодр, свеж, в общем, храбрится и хорохорится. Ввиду этого, вот эти челночные бега дипломатические, с этой темы предлагаю начать наш разговор, и опрос нашего эфира звучит так. Какая уступка Украины наиболее взрывоопасная в долгосрочной перспективе? Подчеркиваю, в долгосрочной перспективе. Опасная именно для Украины. Потому что вся западная пресса сейчас пишет о том, что от Украины требуют что-то уступить, а это, мол, какой-то там, не знаю, апокалипсис произойдет, если это произойдет. Варианты. Отказ от территорий, отказ от надежд на НАТО, отказ от численности ВСУ или отказ от травли веры языка. Объединяем два этих момента в один пункт. Павел, бега, конечно, крысиные, бега челночные, много информации, много мусора информационного, но Витков едет в Москву и завтра должен что-то предложить. А прессу почитаешь западную с этими инсайдами, а им нечего, скажем, прорывного предложить. Так получается, переговоры впустую были. Но все же твердят, как все хорошо, правда, без прорыва, с каким-то прогрессом. Как оцените этот этап, то, что принято называть мирного трека? Ну что ж, дорогой Александр, давайте я снова повторю свои любимые максимы. У нас, как говорят некоторые наши подписчики, уже можно эфиры, скажем так, уже в некий промпт в чат GPT загонять, потому что они все время звучат одинаково, да? То есть вы меня спрашиваете, как оно получается. Я повторяю сентенцию, то, что пока не будут достигнуты понимания относительно минимальных переговариваемых позиций сторон, или на языке российской дипломатии устранены первопричины этого конфликта, будет очень много прогресса, будет очень много оптимизма, все будут очень, скажем так, продолжаться. Скажем так, все будут очень сильно радоваться, но на практике будет все происходить точно так же, как это происходит всегда вот со времен Ветхого, скажем так, Завета, где пророк Иеремия пишет так: «Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, от пророка до священника все действуют лживо, врачуют раны народа моего легкомысленного, говоря мир, мир,
а где есть мир. Постыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Ну, вот примерно так. То есть, разговора о сути нет. То есть, можно сколько угодно рассказывать о дипломатическом прогрессе, можно сколько угодно рисовать, скажем так, разные планы, как вы заметили. Слава богу, то, что у нас с вами не было эфиров, пока все мы были вынуждены обращать наше внимание на различные планы, и все очень сильно, скажем так, возбуждались. Между тем, все остается более чем предсказуемо, и господин Путин подвел, в принципе, в Бишкеке всю сущностную черту и обозначил нам четкие, скажем, маркеры, по мере достижения которых можно будет говорить о каком-то реальном движении. Первый маркер – это создание переговорных групп, создание полноценных переговорных групп. Состав российской переговорной группы объявлен: Мединский, Ушаков, еще несколько человек. Но это вот переговорные группы, которые должны начать сидеть, заседать последовательно, месяцами. То есть, если мы берем прецеденты предыдущие, то, я бы сказал, полгода, год минимум. Подписывать международный договор, который будет документом международного права, по мере которой работы, разумеется, боевые действия будут продолжаться. И корректировать ход переговоров. Точно так же заканчивались все основные конфликты, которые вот наблюдались на нашей жизни. Пока переговорные группы не созданы, это остается большой пиар-игрой. Я очень рад, что даже вы признали сегодня, что господину Виткову нечего предложить господину Путину. Потому что, напоминаю, что даже изначальные 28 так называемых слитых господином Гончаренко пунктов не являются согласованными с Россией пунктов, а там за 2 недели мы получили множество подтверждений. Да, там внесены какие-то из принципиальных позиций России, например, позиция о нейтральном статусе, но, как это с точки зрения российской дипломатии, можно сказать, прогресс большой. Клиент вот за год дозрел, то, что его позиция приблизилась к Стамбулу, скажем так, было 20%, а теперь 50%. Ну вот, когда идет до 100%, так и поговорим. В реальности война может закончиться только, как я повторюсь, ну давайте прямо говорить, капитуляция одной из сторон, оформленной в международном договоре. Формат Стамбул плюс для проекта Украина и для украинской государственности, конечно, является такой капитуляцией. И на данный момент у противоборствующей стороны нет ни одного реального механизма, который они хотели бы применить, чтобы этот процесс остановить. Ну вот примерно так и получается. Примерно так и получается. На этом фоне, просто я вам дополню, буквально сегодня тоже цитата такая была интересная. Сам даже удивился, что так откровенно. Каво Драгоне Джузеппе, адмирал НАТО, заявил о том, что НАТО должно рассмотреть возможность упреждающего удара по России, да, то, что прибалтийские государства выступают за превентивное уничтожение всей военной инфраструктуры Калининграда, а также искоренение флота на Балтике. Как вы понимаете, это создает прекрасный переговорный фон, он точно показывает, даже если бы возникло подсознательное желание в российской стороне, но может стоит заключить некое перемирие, что никакого перемирия заключено быть не может, потому что пока любое перемирие – это ввод, по сути, войск НАТО в Украину, это ремилитаризация украинской армии, это восстановление, ну, скажем так, по крайней мере, возможность пересобрать потрепанные корпуса, и все очень понятно, почему это выгодно Украине, но мы же не можем ожидать такого уж тотального безумия с российской стороны, когда мы занимаемся рациональным анализом. Поэтому остается. То есть мы говорим о прогрессах. Я думаю, где могут быть прогрессы и согласования? По всяким, вот повторюсь, там есть эта гуманитарная корзина, кого-нибудь обменять, кого-нибудь вернуть. Возможно, что-то еще такое плана. Но заметьте, по всем сущностным позициям разоружение, давайте по-русски не будем говорить демилитаризация, скажем разоружение, ограничение численности войск, вопрос территориальной целостности, причем с обеих сторон, как с Украины, так и с Россией, и вопрос о полноценном внеблоковом статусе сохраняется, и стороны не демонстрируют ни малейшее стремление к компромиссу. Поэтому будут переговоры, в очередной раз будет обмен мнениями. На данном этапе, если судить по открытым источникам, я сам не особо понимаю, зачем господин Витков летит, но мы можем побыть сверхоптимистами, и что тут 1% шанс, что по итогам этого визита будут созданы переговорные группы между США и Россией, это был бы самым оптимистичным, мне кажется, результатом. США
и России. Получается, Конечно. США представляет Украину. Ну, то есть... Нет. Нет, вот это самое важное. На данном этапе ничего Украину представлять на данный момент невозможно. США не контролируют Украину. Ну, то есть, это мы очень хорошо видим. То есть США является, можно сказать, основным... Но опять, давайте сделаем еще шаг назад. Что значит США? Какие США? Господин Руби или господин Витков? Господин Блюменталь Грэм? Или вообще господин Трамп, который не в курсах? Что там происходит, как их зовут этих туземцев? Понимаете, в этом-то проблема, то, что отсутствует со стороны Америки единый субъект переговоров. Это очень важный момент. То есть, опять, мы знаем то, что когда господин Ушаков будет или Мединский представлять позицию России, он представляет позицию России. Ну, то есть, это уполномоченная субъектная позиция. Он полноценный субъект переговоров. Сегодня господин Витков, очень сложно понять, кого он представляет. Формально он выступает частным спецпредставителем президента США по этим вопросам. А даже позиция господина Руби от позиции господина Витков отличается очень сильно. И административного аппарата продавить свою позицию у господина Виткова пока нет. Я молчу о том, что есть фундаментальная проблема, что те решения, которые Россия требует от Америки, как шаг по урегулированию этого конфликта, требуют как это правильно сказать, одобрения Конгресса. Чтобы это был юридический документ, это не может быть принято на уровне президентского указа. Это должно быть юридически обязывающее решение, принятое американским целиком Верхним Сенатом и Палатой представителей. Возможности продавить это решение у Трампа в Конгрессе нет. Так, просто, вам тоже для понимания. И, соответственно, что у нас остается? У нас остается то, что есть вот этот господин переговорщик. В лучшем, почему я говорю, случае, на это очень мало шансов, удастся господину Трампу назначить официальных представителей хотя бы как переговорные группы. И я это говорил 9 месяцев назад, повторю, реальные переговоры могут вестись сейчас только о сепаратном мире США и России. Вопрос Украины должен быть ими... То есть США может хоть сейчас начать реальные переговоры, если Трамп наберется политической воли и так и назначит своего полноценного представителя, о том, чтобы США вышла из прокси-войны против России, которую она ведет, оставив Европу и Украину наедине в этой войне, чтобы они уже сами решали свои задачи. Это был бы самый разумный ход для США как государства, но подчеркну, чтобы такой ход продавить, нужна огромная политическая воля господина Трампа, способность подавить всех тех оппонентов, которые находятся на стороне Украины, на стороне Демократической партии, на стороне Европы, и которые считают, даже, или на стороне неоконов, называйте как хотите. Смысл в том, что примерно почти, я бы сказал, 70% американского внешнего истеблишмента считают, что максимально, что нужно, это перемирие, а ничего существенного решать не нужно. Да? Поэтому вот такие обстоятельства. Поэтому я повторю, пределом этой истории являются переговоры между американской и российской полноценной делегацией по российским американским отношениям. Это реальный предел. Как только вы вводите в это уравнение Украину или Европу, все. Любая, даже микроскопический шанс на договоренность пропадает. Ну, смотрите, это где-то логика, которую придерживается или поддерживает группа переговорная в Соединенных Штатах Америки. Мы это увидели в Женеве, когда Таша Кая Каллас выходит, говорит: ой, меня ни о чем, в общем-то, не поставили в известность, я сейчас с украинским министром там поговорю, министром обороны, министром иностранных дел. То есть эта логика уже нащупана. Но меня интересует ваше отношение, и тут даже, знаете, взгляд, именно ваш, на интересную фигуру Кушнера, зятя Трампа. Смотрите, его не было в переговорных треках или каких-то контактах раньше. У нас был Витков для России, Кит Келлог для Украины. Значит, Кит Келлог не изложен, все, нет его. Сейчас... Да и Витков-то под вопросом после скандала, давайте прямо говорить. Статус Виткова гораздо менее крепок внутри американского, скажем так, континента, чем может показаться со стороны. То есть то сопротивление к любому его шагу, который оказывает государственный аппарат Соединенных Штатов, оно крайне сильно, его позиции далеко, скажем, он не обладает никаким авторитетом среди государственных чиновников, и уж тем более среди конгрессменов. Это просто тоже для понимания. Господин Кушнер в данном случае выступает, я бы сказал, как личный, действительно, переводчик
Возможно, он сможет хоть что-то объяснить господину Трампу, но, опять-таки, ни господин Витков, ни господин Кушнер не являются профессиональными дипломатами. Они могут оформить бизнес-сделку. Это легко. Девелопермент какой-нибудь удачный, арктические проекты как-то обговорить. Это они могут сделать. Но давайте прямо понимать. Учитывая то, что позиция российской стороны официально повторенная, буквально на прошлой неделе, первым лицом, максимально подробно и после всех предшествующих событий, заключается об требовании межгосударственного, юридически обязывающего договора, ну вот этот запрос эти два товарища реализовать не могут, поэтому я и повторю то, что лучше, возможно, они в это не верят, очень важный момент, то, что мы с вами можем это понимать, они в это верить не обязаны, они живут в своем мире, они пытаются что-то там договориться с Украиной, что-то договориться с Европой, и до сих пор отказываются верить, что те требования, которые Россия им повторяет из раза в раз, они всерьез и по-настоящему, но все равно, тем не менее, постепенно доходит. Вот, возможно, из этой поездки они приедут с дополнительным пониманием российской позиции. Просто логика была какая? Сейчас с Украиной договорятся. Даже вот сегодня вот эти метания, условно, вчерашние переговоры, которые одни пишут, закончились ничем, другие говорят, что был определенный прогресс. Кстати, это тоже очень интересная мысль, вы ее высказали, ну, вскользь, да, о том, что нет ответственности. Ну и, собственно, Трамп вообще не в курсе, что там происходит, выходит, говорит, идут хорошо переговоры, все нормально, там наши ребята, они занимаются. Сейчас Зеленский выбрал такую же модель, да, там вот наши переговорщики, мы там с ним созванивались, у него вообще был очень интересный созвон у Виткофа, Умерова, Стармера, Макрона и Зеленского. Вот так вот в пятером, как говорится, гуртом легче и батька быть, понимаете? То есть, ну и вот они вот это говорят, сейчас приедут, доложат, и вот тогда, и вот мы будем решать вместе с Европой. И даже вот такое метание было, вроде как Витков должен залететь был в Ирландию, там визит Зеленского, в общем, со всеми встретиться, а потом полететь в Москву. И ты вот смотришь, логика ломается, то есть удалось поломать логику, что сначала утрясут с Украиной, потом приедут, ну, уже получат какие-то подписи под каким-то планом, парафированный план или как-то назвать, да, потом приедут американцы к русским, скажут, россияне, давайте, кремлевские посмотрели, что-то вычеркнули, что-то добавили, и все, и как бы и с этого можно уже Не, и ну кашу что значит сварить. и все? Нет, нет, так не работает. Ну, вот даже в вашем картине, русские в вашем варианте, вычеркнули ключевые пункты. Понимаете, еще раз, чтобы договор сошелся, вам должно, чтобы было тотальное схождение. Почему группы? Почему месяца кропотливой работы? Потому что изменение одного пункта откатывает весь проект на стадию 1. Понимаете? И даже, допустим, Украина скажет, мы совсем согласны, кроме внеблокового статуса. Огромный прогресс. Но только без этого пункта все остальное не работает. Ну да, как Понимаете, да? бы это мы с Минскими еще сталкивались, с российской стороны говорили, это не меню, выполняйте все, а с украинской говорит, вот это выполним, а сначала это, потом то, а потом может быть вот это, и вот такой порядок, да, и в принципе так это загоняется в такой глухой угол и в глухой тупик. Однако американцы же куда-то торопятся, куда и почему? Американцы, так они у нас, по-моему, торопятся уже год. Вы заметьте, это поторопились, потом расслабились, поторопились, расслабились, поторопились, еще расслабились. Я не знаю, почему они торопятся. Вы заметили то, что где там был страшный дедлайн 27 числа? У нас сейчас 1 декабря на календаре. Где последствия? Вы же понимаете то, что если ты выдвигаешь... До этого были 50 дней Трампа, 100 дней Трампа, 180 дней Трампа, 24 часа Трампа. Но все уже к этим срокам относятся опять как к пиар-игре. Все прекрасно понимают, что Америка не в состоянии продавить, конкретно эта администрация не в состоянии отвечать за свои слова, и уже их вот эти дедлайны никого не пугают. Тем более после чего господин Трамп сказал уже, по-моему, не знаю, честно, фразу, мы никуда русских не торопим. Так русские тоже никуда не торопятся. У них вот есть понятная, традиционная, очень понятная, кстати, скажем так, условному Китаю, условной Индии, условному глобальному югу схема. Вот мы не против переговоров. Мы хотим это сделать ответственно, основательно, чтобы потом это спокойно прописать в Организации Объединенных Наций, как документ международного права. Вот давайте, слушайте, они со времен майского Стамбула кричат, давайте создадим эти переговорные группы, вот наши уже готовы. И где? Вот. Поэтому вот, а американцы в таком режиме, давайте просто подметим, не в состоянии на данный момент работать. Единственный человек, который хоть в теории обладает дипломатическими навыками и командой, которая может работать на этом треке, это Рубио.
Но Руби это, если что, является главным оппонентом любого мирного плана в команде самого Трампа. Поэтому Трамп не может положиться на Руби, чтобы тот возглавил переговорную группу. Господин Витков, господин Кучин, повторюсь, не дипломаты. Они не могут делать дипломатический договор. Тот проект договора, который вот на салфетке из 28 пунктов, это не договор международного права. Просто поймите, там не прописаны стороны, там не прописаны представители сторон, там не прописана их субъектность, там нет механизмов обеспечения и так далее и тому подобное. Там пункты друг другу противоречат, и, в общем, это вот по принципу я склеил это все из того, что было, из 15 разных источников, одну, как бы в один пакет собрал, чтобы Америке было хорошо. Нет, мы очень хорошо понимаем, что, конечно, Америке зачем это надо, но напоминаю, что вот те 28 пунктов, которые были опубликованы, по этим пунктам в убытке была Россия, Украина и Европа, и только США в прибыли. Нет, опять мы очень хорошо понимаем, почему Трампу это нравится, но непонятно, почему хоть кто-то из других участников должен это подписывать. И они не собираются, конечно, подписывать. Поэтому у меня ожидания крайне низкие, то есть это действительно вариант чуда, что какие-то будут большие новости, по-настоящему сущностные. Но давайте все равно стратегически сближение этой позиции идет. То есть, я повторюсь, если мы посмотрим на тот бред, который мы читали весной по проектам мирных планов, то сегодняшняя версия этого бреда, она ближе к реальности, повторюсь, процентов на 30. Это огромный прогресс. Подождем еще год, глядишь, и дойдут до уже какой-то сущностной черты. Ну, вопрос, есть ли этот год у Украины? Вот. Ну, тем хуже для Украины. Потому что если мы это с вами много обсуждаем, что лучшим вариантом для Украины было в 2024 году исполнить ультиматум Путина. Ну, с тех пор все равно же оно закончится примерно этим. И все это прекрасно понимают. Весь вопрос только, сколько человеческих жизней будет потеряно, городов разрушено, и, ну и, с другой стороны, сколько панов и питпанков карьеру себе сделают. Тут есть такое дело. Павел, как вам думается, почему себя Европа ведет именно так? Я сегодня... Очень понятно. Смотрите, я сегодня видел отчеты, новости об этом были. Прям аналитики европейские посчитали, да, то есть 4 года финансировать Украину. Это где-то до $1 триллиона. Ну, вот примерно вот так. Значит, это 4 года. Если так поступить, будет эта сумма. Если условно дать победить России, ну или, собственно, закончить вот так, как в этих пунктах, или как-то иначе, в общем, закончить войну и пойти на сближение по этим мирным трекам, сказать Украине: Украина, давай, сам соглашайся на это, Россия тоже там что-то уступит, ну, в общем, как это все... Россия ничего не уступит. Нет, так понимаете, в чем дело? Вот и если вот гипотетически взять и закончить войну, то Европе, это аналитики пишут, обойдется это в 2 раза дороже. Почему? Ну, потому что надо как бы инвестиции, реинвестиции в Украину, укреплять границу с НАТО, потому что это же угроза российская, в общем, и деньги. Так проще 4 года дать Украине повоевать. То есть дешевле. Что вы думаете по поводу этих подсчетов? Я думаю, то, что деньги тут глубоко вторичны. Если так, то просто дополнительный аргумент. Главное другое. Европа готовится к войне с Россией. Надо это понимать. Другого выхода Европы, ну, не так шансов нет, но война выглядит как такое, знаете, наступление последней надежды. Потому что, давайте отметим, сейчас Европа главная проигравшая во всем глобальной истории. Она уже стала не садом господина Борреля, она стала irrelevant. То есть мнение Европы, честно говоря, уже никого не волнует. Как вернуть себе значение? Ну, выиграть войну. Для того, чтобы выиграть войну, нужно перевооружиться. То есть европейские программы перевооружения рассчитаны на то, что они... Ну, не спрашивайте меня, насколько они реальны. Я сейчас говорю, как эти люди думают. Но они рассчитывают то, что к 2028 году они будут в состоянии на конфликт с Россией. Чем дольше, соответственно, задача Украины сдерживать Россию эти 3 года. Все очень просто. У Европы прекрасная логика. Чем больше Украина воюет с Россией, тем больше времени у Европы на подготовку к войне с Россией в надежде вот в этой победе получить доступ к территории, к ресурсам, по сути, построить новую колониальную систему на территории России, или, можно сказать, пост России, что-то потом деколонизировать все окраины и, соответственно, попытаться вернуться вот в эту высшую мировую лигу, из которой сейчас Европа выпала полностью. Да. Ну и плюс давайте прямо отметим, что те проекты договоров, которые есть сейчас, абсолютно заслуженно Европа там прописана главным лузером. То есть вот тот даже проект договоров, там просто Европа ничего не получает вообще. То есть поэтому их поведение тоже вот с их оптики полностью рационально.
Как вы оцениваете, я понимаю, что в таком глобальном масштабе, ну вот если проанализировать все происходящее, оцениваете ну, жертву, которой предстал Ермак на прошлой неделе, и сейчас там у нас куча подробностей, это внутренняя украинская политика перестраивается, там говорят, вот ему запретили выезд, а вроде как не запрещали выезд, сегодня это опровергли, сегодня сказали, сегодня опровергли, он говорит, я пойду на фронт. Вообще, конечно, политическую оценку я хотел бы, чтобы вы дали, и очень ценен будет ваш комментарий как политического философа. Смотрите, какая интересная вещь. И это мы видим. Например, в России проворовавшиеся чиновники отправляются служить в СВО. Прям сегодня тоже новость какая-то была, тоже очередной товарищ, да, его взяли на горячем, а он, я пойду, долг родине отдам тем, что я, в общем, чтобы избежать уголовного преследования, пойду на войну. В Украине та же песня. Ермак, казалось бы, говорит, я на фронт, никто за меня не заступился, никто не сказал там, вот, в общем, и пересказы такие странные от источников, что он серьезно думал, что он напишет это заявление, это будет политический перформанс, но Зеленский его не уволит, а он уволил. И в Украине вот эта система, вот эта тренога власти Зеленского потеряла одну ногу, она надломана, подпилена, если вообще не вырвана. Как вы отнеслись к вот этой турбулентности внутри офиса Зеленского, ну, его структуры управления? Ой, я вам говорил уже, для меня эти все события собака лает, караван идет. Абсолютно неважно, как зовут человека, находящегося в президентском кресле Украины, Залужный, Зеленский, не знаю, Порошенко, кто там еще, или длинный по списку. Все те, кто себя считают в оппозиции, неважно, кто там, Арахами или Ермак, вообще это все не важно. Это не важные вопросы. Они важны, возможно, для конкретных людей. Там, я уверен, что кто-то на этом поднял деньги, кто-то потерял деньги. Там точно есть такой пласт, который всех интересует. Сущностно это значение не имеет. Есть проблема парадигмы. Ну, прикладной пример. Простой пример. Господин Залужный говорит о необходимости перемирия, хотя 10 раз ему сказали, что перемирия не будет. Потому что, типа, надо, конечно, замириться на 2 года, потом Россия развалится, и тогда, ну, дословная почти цитата, мы еще параллельно изобретем ядерное оружие, и войска НАТО войдут на нашу территорию. Вот пока вот есть такая установка, то, что вот это является альтернативой на господину Зеленскому, нет никакой разницы, как зовут человека в кресле, повторюсь, украинского президента. Господин Зеленский в данный момент является не более чем выражением такой коллективной воли, вот этого общего духа украинства, где мы описывали его тоже неоднократно, но повторим, что главная задача этого духа – убиваться об Россию. Другой задачи у этого духа нет. Вот пока эта задача выполняется, в принципе, все что угодно будет прощено, если вовремя платить, ну, если вовремя там делиться, или если вовремя там... В общем, может, правда, неудачно выпасть карта лично, но глобально все будет продолжаться так, как продолжается. Если говорить о том, почему люди идут на фронт, ну, давайте прямо. Теперь в истории это действительно один из самых истинных и настоящих путей искупить вину перед целостностью, то есть поставить свою жизнь на кон и попытаться смыть кровью так или иначе свой общественный позор. Получается, Грустно, что он признает часто вину? говорю. Косвенно, да. Косвенно, да. Но важно, что сейчас непонятно. Мы живем в мир постмодерна, и даже вот эта объективная истина превращается в похабное шоу. Да? Тоже мы же не знаем, эти люди, они там на фронте, не на фронте, в штабе, не в штабе, воюют, не воюют. Вообще где они? То есть это как условно, как мы не знаем условно, господин Коломойский, он в изоляторе сидит или он где-то в другом месте сидит. Ну, тоже вот такого рода постмодерн, да? То есть вот мы, не владея этой информацией, не можем оценить, насколько поступок реален. Я бы точно не смеялся над самим фактом того, что в обществе фронт является местом искупления, но не берусь оценить конкретного человека с его мотивацией, с конкретным шагом. При этом можно оценить политически. Политически то, что господин Ермак поехал на фронт, а не в Израиль, это указывает на то, что с надеждами остаться в Украине, сделать себе в Украине имя, играть роль в политической жизни в Украине, он не остался.
Он не расстался, простите, да. Вот это ход мудрый и, возможно, политический. Возможно, здесь что-то еще мы увидим. Но, повторюсь, для меня это неинтересные вопросы, потому что какая вам разница, как зовут человека в этом кресле, если ему все равно придется подписывать указы о бусификации, ему все равно придется подписывать указы о городах-крепостях и городах-героях, и ему все равно потом придется до последнего украинца воевать. Какая разница? Мгм. Но у меня есть контраргумент вашего неинтереса к этому вопросу. Он очень серьезный, Павел. Смотрите, мы пытаемся с вами, ну, всегда, да, так или иначе подойти к вот этому процессу демонтажа антироссии. Однако понимаем, Украины как проект антироссии. Однако понимаем, что, ну, вот это вот смотрите, здесь там невозможно идеологически, вот Залужный, какая разница. Залужный, кстати, в Украине, это же украинские медиа. Новости украинские, это просто песня. Залужный выставил фотографию, что дома лучше всего. Это он намекнул, что он в Украине. О, Залужный приехал. Сейчас начнется. Ну, вот это вот все. Смотрите. Ну, Александр, давайте повторим. Пока вот люди обсуждают это, не так важно, сколько людей погибло под ФАБами. Это же, вы понимаете, как работает общественное внимание. Вы заметите, что принципиальная установка украинского общественного сознания, на котором строятся все рассуждения, вот это вот, я посмотрел, тоже логика, снимали соцопрос о мире во Львове, или Ивано-Франковске, ну, неважно, на самом деле, какой город, типа, согласны ли вы на там, список переговоров, ну, вот, причем это еще не Россия, это не реальные требования были озвучены, а трамповские, ну, и подавляющее большинство сказало нет. Почему был аргумент, а за что тогда хлопцы погибли? Столько хлопцев полегло. Да. И это ж правда, и это и есть тот самый вопрос. Перед любой украинской властью встанет вопрос, сколько хлопцев полегло и за что. И поэтому так важно в общественном сознании аналитиков делать вид, что хлопцы – ресурс бесконечный. Каким-то образом в украинском общественном сознании уживаются две мысли. Реальность бусификации, границы перемоги, потому что мы тогда что, лохи, простите, если нас тут разбомбили, столько людей погибло, и тем не менее мы еще полностью проиграли. И третье, то, что тем не менее вот человеческий ресурс Украины бесконечный. Вопрос потерь в реальности в украинском обществе не чувствуется совершенно. Это просто важно подчеркнуть. До сих пор считается, что стратегия войны с Россией, ну, простите, скажу грубую фразу, оправдана биополитически. Хотя всем понятно, что сам факт продолжения этой стратегии, этого проекта приводит на длинные дистанции к физической гибели, вот, ну, скажем так, народа этих земель. Давайте прямо скажем, физически. То есть, либо выезд, либо просто физическая гибель. Но обсуждать это страшно. Поэтому мы будем обсуждать, кто какую фоточку поставил в интернете, кто кому там лайки, не лайки, кто кому подмигнул, не подмигнул, а вот что там скажет Уитков. Вот это, наверное, для меня самое поразительное, насколько для в целом украинской медиа-среды сейчас вопрос потерь при понимании абсолютной обреченности стратегии, то есть очень важный момент, то есть цель поставленная недостижима. Ну, то есть какая поставленная цель? Она, кстати, везде не меняется. Я, простите, что я так долго останавливаюсь на этом вопросе, потому что, мне кажется, он действительно важен. Господин Залужный интервью, когда Россия развалится. Там, господин Гордон тоже в интервью, ну, то есть, как бы, тоже ваш ряд комментаторов используют как это, вот смотрите, это же свидетельствует о мире, то, что, ну, Россия же все равно развалится, и мы все это заберем. И вот какого политика не возьми, даже формула мира идет под соусом, ну, рано или поздно, ладно, уступку какую-то сделаем, но рано или поздно все равно развалится, и все мы заберем. Вы понимаете, что сама вот эта установка, то, что оно все равно сама разваливается, и мы потом все заберем, показывает, что нет ни одного украинского политика, который хотел бы менять стратегию и вектор. Ну, это и понятно, потому что он тогда сразу перестает быть украинским политиком и подвергается остракизму. Его сразу тогда, простите, убивают, либо взрывают, либо в тюрьму сажают. А это никому не хочется. Но, тем не менее, подчеркну, что оставаясь в этой логике, что Россия рано или поздно все равно развалится, а нам главное пересидеть, пока она разваливается, все-таки в России не полные идиоты сидят. Я страшную вещь скажу, наверное, для украинского мышления, но, наверное, не стоит считать своего оппонента уж совсем таким клиническим дураком, и просто задайте себе простой вопрос. Какой смысл с вами хоть какой-то договор заключать, если весь ваш план фига в кармане, подождать, пока мы развалимся, и нанести ответный удар? Вот теперь понимаете, почему только железобетонные юридически обусловленные документальные требования, чтобы любая попытка реванша привела к атомному ответу.
Ни много ни мало. И все-таки о контраргументе, Павел. У нас уже даже политтехнологи при офисе говорят, а вот Зеленский уйдет, попрощается в новогоднюю ночь. Новый год. Новый год. И вы понимаете, тут такой момент. Я хотел бы у вас, вот гипотетически, если это возможно, и Зеленский уходит в отставку, там Рада переформатируется, выбирают спикера, он становится исполняющим обязанностями, но это же ведь по сути и есть демонтаж вот этой власти, который гораздо более вероятнее приведет к демонтажу проекту «Антироссия», чем, собственно, сохранение, вот то, что сейчас Зеленский, ну, в общем, как сохраняет свои бразды своего управления. На ваш взгляд, условный уход Зеленского, я устал, я муха-жук, это затянет войну или оборвет ее? Ну, даст шансы больше туда или туда? Ничего не изменит. Ну, для меня, я повторюсь, он ничего не меняет, потому что война не из-за Зеленского началась. Я рискну предположить, что когда Зеленский господин приходил к власти, он искренне, может быть, и хотел исполнить Минские соглашения и даже замириться, там, условно говоря, и построить эту нормальную, скажем так, стратегию. И проблема не в нем. Проблема вот в самой идее. Проблема в том духе, под который это объединение происходит. Потому что пока вы находитесь под, условно, крышей этого духа, то неважно, какая фамилия будет у человека в этом кресле. Он все равно будет выбрасывать могилы советских и русских солдат с Лычаковского кладбища, чтобы было кого хоронить. Он все равно будет дерусифицировать Одессу, запрещать всю культуру и превращать Одессу в Хаджибей. Он все равно будет говорить о необходимости войны. Не сейчас, так через следующее поколение. То, что нам нужно подготовить следующее поколение к войне. Нужно переждать, нужно собраться с силами, и потом там мы нанесем этот удар. И все равно будет гонение на церковь, все равно будет гонение на культуру. Потому что как только этого не будет, то весь проект разваливается. И в этом фундаментальная проблема. В этом фундаментальная задача. И здесь ключевой вопрос, действительно, надо признать, что корни решения находятся в Москве. Вопрос вас можете признать, допустимо ли, что Москва на какое-то время позволит решить свои задачи на западном фронтире частично, да, чтобы переключиться на другие там фронты и так далее. На мой взгляд, на данном этапе нет, потому что сейчас каждый месяц приносит рекордное продвижение российской армии. Российская армия, наконец-то, можно сделать, видимо, оценку, прошла критическую фазу своей перестройки, и все эти предложения России... представьте себе, что Советскому Союзу в 1944 году, стоя на границе Третьего Рейха, предложить, а вот сейчас давайте перемирие заключим. Нет, можно, конечно, представить, что Сталин бы пошел на такое гениальное предложение. А мы тут внутри себя оставим те же власти, те же структуры. Хорошо, сократим армию, но сохраним наш генеральный штаб, сократим все кадрированные дивизии. Вот еще план реконструкции за деньги западных союзников нашей промышленности ими же разбубленный. А вот теперь вы, тем не менее, перемир, мы теперь за мир. Но вот это вот примерно тот же самая вероятность. Конечно, нет, безумие бывает. Мы не можем до конца предсказать какое угодно безумие. Но я показываю то, что с точки зрения России было бы крайне странно согласиться на этот вариант. Крайне странно. Кнутом или пряником ее можно сподвигнуть, согласиться. Только кнутом. Кого, Россию? Да. Пряником после минимальных требований. То есть на что Россия могла бы серьезно рассматривать, если бы вот требования Стамбул Плюс выполнены, плюс большие бонусы. Но требования Стамбул Плюс это и есть то, что невыполнимо для Украины, потому что там мало то, что территориальные потери, 5 областей в административных границах, так еще самое главное реальное разоружение и реальное выбивание из-под ног вот этого, скажем так, проекта украинскости, это именно отсутствие гонений на язык, церковь и культуру. Выполнение всех этих условий невозможно для Украины в полном пакете. То есть, если это не замыливать, это неисполнимо. В этом проблема. А на меньшее сейчас России соглашаться... Опять, понимаете, если бы у нас были сигналы, что Россия согласна от официальных лиц подвинуться по этим требованиям, принципиально можно было бы это обсуждать. Но буквально вчера Путин выступил в Бишкеке, и он, по-моему, впервые произнес фразу: «Если вы хотите до последнего украинцев воевать, мы готовы». По-моему, это более чем красноречиво отвечает на вопрос о решимости России. Нравится это вам или не нравится, но вне зависимости от понимания господина Трампа и Кушнера, для Российской Федерации сейчас это не конфликт бизнеса. Это конфликт экзистенциальный.
И в любом экзистенциальном конфликте вопрос безопасности выводится на передний план. И повторюсь, как вопрос безопасности, к сожалению, на данный момент и близко не подходит к решению. На фоне разговоров о войне на Балтике, на фоне атак в Черном море, на фоне ремилитаризации Европы. Я же тоже очень важную вещь пойму. В проекте этого договора 28 стоял ЕС. Но, простите, если Европа ремилитаризировалась, то ЕС перестает быть нейтральным блоком, а становится военным блоком. И тогда весь аргумент о нейтралитете, который был применен против НАТО, применяется против ЕС. Поэтому на месте украинцев, тех, которые хотят в ЕС, я бы менее радовался перевооружению Европы. Но тут же тоже есть хитрый момент, надо признать. Знаете, тоже интересная история. Я сейчас вот тоже заметил. Огромное количество иммигрантов тоже же против завершения войны по нормальной причине. У них есть 5-летний срок до получения гражданства. Гораздо лучше, если война продлится 5 лет, они получат гражданство, и все будет хорошо. Ну, а новым не особо рады в Европе, беженцам из Украины. Уже начинаются, ну, они там давно уже начались, вот эти всякие там материалы, там, парк в Варшаве, там бандиты какие-то украинские, ну, молодежь, да, там, в общем, поножовщины, драки, беспредел, ужас. А кто-то приезжает... Смотрите, нет, это другой процесс. То, что будет процесс фильтрации, разумеется. Европу тоже в рамках своей подготовки к войне, я думаю, она будет проводить фильтрацию. То есть она будет делить украинцев примерно, ну, беженцев, например, на 3 сорта. Сорт первый – это долгосрочно необходимое выгодное население, которое они планируют вовлечь в свои экономические процессы. Но эти люди, которые там учат язык, делают бизнес, обустроились, работают, ну, то есть интегрируются по полной программе, эти останутся. Третье – это второе – боевые холопы. То есть вам уже нужно кто-то в европейской армии будет служить. Вот это, скажем так, украинские беженцы пойдут туда. Те, кто не смог строиться в экономику вместе с другими бедными, которые сейчас в процессе деиндустриализации Европы, туда же будут направлены. Ну и, наконец, третья группа – это иждивенцы. Вот этих, да, повысылают назад в Украину вместе с бангладешцами и пакистанцами. Ну и сама Европа, видите, уже вместе с отношением к людям меняет вообще отношение к странам. Сегодня вполне себе пишет пресса, что даже если Украина когда-то там вступит в Европейский Союз по итогам то ли переговоров, в общем, как это, там же пункт есть о завершении войны, то право голоса она иметь не будет. Ну, право вето, да, вот этого среди всех европейских стран. Она... Ну, если там вам одиноко, украинцы, не переживайте. Там другие страны, которые тоже в очереди в ЕС, тоже не будут иметь права голоса. Получается, что те, кто вновь пришедшие, они вообще как бы и не ЕС получают, по большому счету. Но мрия остается. Мрия. До последнего украинца, вы говорите. Письмо, которое меня поразило, я его получил сегодня от зрителя по имени Андрей. Позволю себе зачитать, я очень хочу, чтобы вы прокомментировали. Центральная Украина, Черкасская область, ПГТ с довоенным населением 10 тысяч человек. Уровень могилизации пробил дном. В поселке не осталось мужиков, которые могли бы вырыть могилу на кладбище. Морга нет. Ближайший морг в Черкасах. Кто попробивнее с деньгами решают вопрос с моргом в областном центре. А так покойников обкладывают бутылками со льдом в ожидании похорон. Время ожидания не менее недели. Одно спасение. Есть Сашка. Назовем его так. Сашка. Так этот вот Сашка СЗЧшник. Он живет в лесу, в палатке, по заброшкам, меняет дислокацию. Периодически делает вылазки к людям, те подкармливают ему и работу постоянно подкидывает. И вы, наверное, понимаете из контекста, какую работу подкидывают Сашке. Работает он по ночам, при свете фонаря. Сами понимаете, где. Украина, 21 век. Закончил свое письмо Андрей. Мы очень много с вами рассуждаем о руине. Но если посмотреть на одноэтажную Украину и вот эту конкретно историю, которую прислал человек о СЗЧшнике Сашке, то мы понимаем, что в одноэтажной Украине уже руина. Да. И она будет расти и дальше. Ближе к областным центрам, ближе к городам-миллионникам и дальше, дальше и дальше. Что может сделать общество для Сашки?
Про общество не знаю. Да и вообще сложно тут давать советы. Я благодарен, что вы поставили эту историю, потому что часто за логическими сентенциями люди не понимают, ну, что скрывается за словами, какие истории за ними стоят. Так вот эти. К сожалению, именно эти. Когда я говорю о логических, там, ну, скажем так, предопределенности того или иного процесса, это же происходит без особой радости, мягко говоря. Эта трагедия реальна, и лучшее, что может сделать общество, задаться правильным вопросом. Я вам так скажу. Задаться вопросом не «а нас за шо?», а «для чего это нам?». Какой урок из этой истории должны мы вынести? На какие грабли не стоит наступать, чтобы Сашке, СЗЧшнику по ночам не приходилось с лопатой закапывать, скажем так, людей погибших? Вот эти вопросы. А пока таких вопросов мы не поставили, трагедия Сашки остается его личной трагедией, на которую только можно откликнуться по-другому человечески. Ну, условно, конкретные люди, вот там было же это теплое слово, подкармливают они его. То есть накормят, если надо, обогреют, хочется надеяться, да, то есть вот это взаимопомощь, то есть та самая помощь ближнему конкретному. Нет возможности изменить что-то на глобальном уровне, но есть возможность, там, если к тебе вот постучался за куском хлеба этот СЖЧшник, не сдать его полицаю, а накормить его и, условно говоря, обогреть. Вот это, человек, вот это люди могут сделать. И при этом в сердце своем, но все-таки начать думать. Начать задаваться правильным вопросом, как оно так получилось. И мы снова говорили эту цитату Иеремия, то, что «два зла сделал передо мной народ мой, меня, источник воды живой, отринул, и выбили сосуды каменные, воды сдержать неспособные». То есть, положив в свое основание неправильное мироустройство, выбрав неправильный путь Андрея, ну, по сути, была запущена программа самоуничтожения. И да, и у каждого свое сердце отвечать в той мере, в какой мы эту программу принимаем, продолжаем принимать. И пока наши сердца ее принимают, вот эти операторы, будь то он Зеленский, будь то З, За, По, Ю, В, Г, Д, Б, З, они будут иметь возможность обеспечивать работу биореактора. Они будут обеспечивать возможность бытия страны как геодрона, которого Россия на своих границах не потерпит. Они будут продолжать работу по личному обогащению с одобрения людей в белых пробковых шлемах, в котором, простите, ну, сплошная прибыль со всей этой историей. Да? Там вопрос просто конкурирующие группы за эту прибыль, но их-то все это устраивает. За людей-то они ни Сашку, ни Ивана не считают, которые должны стрелять друг в друга. С их точки зрения, что смерть Сашки, что смерть Ивана – это плюс с точки зрения той будущей войны, которая становится неизбежной. Так а что это за будущая война? Ну, то есть... Как, ну Рейх, ну слушайте, ну что, ну Рейх, ну у Рейх, если создали Рейх, то Рейху надо идти на восток, у него программа такая. А меньше, чем Рейх, Европу не объединит. Понимаете, когда вы говорите... Я говорю, это вот вам натовские генералы говорят, у вас каждый вон европейский политик сейчас это говорит каждую неделю. У вас, как это, другие эксперты продолжают свидетельствовать о том, то, что Европа сейчас обрела новое я, они сейчас так перевооружатся, так перезапустят себя военно, но раз это все перезапущено, значит, надо куда-то направить. Понимаете, тут возникает же другой вопрос. А миссия вот этой будущей войны с Россией со стороны Европы какая? Вот, Двойная. Тут очень просто понять. Нет, здесь миссия очень хорошо понятна какая. Давайте сразу скажем. Она есть простая, материальная и более важная духовная. Но материальная понятно просто. У нас все, простите, горит. Нужно за чей-то счет продлить себе жизнь. Поэтому у России, как сказать, земли много, ресурсов, ну, объективно много. И нет, прямой контроль не обязательно. Но вот, слушайте, нам же все раскрыли, то, что, оказывается, все европейское чудо сидело на дешевых российских ресурсах. Значит, они снова нужны дешевые, а это можно сейчас будет взять только силой. Очень важно. То есть за бесценок. То есть дорогими американскими ресурсами Европа не спасется. И все европейское бюргерское благосостояние без колоний и без дешевого российского газа как-то тоже не работает. То есть есть тут простая, прям прямая причина. Но есть и более большая духовная причина. Хотите вы того или не хотите, но Россия пока остается последним таким субъектом, который, выйдя из одного римского корня, очень важно, Россия прямой наследник Рима,
еще не полностью поклонилась, так сказать, приветственным комитетам инклюзивного капитализма и прочих сборищ экуменистических. Это я про то событие, которое произошло в Никее, в Вознике. Вот вы видели этот совместный молебен Папы Римского и господина Варфоломея. И вот здесь тема ПЦУ начинает играть другими красками за всем, чем это нужно. Другими словами, духовно невозможно смириться, пока есть хотя бы одна страна, православная страна с возможностью субъектностью, которая полностью не легла под и глобалистский, не просто глобалистский, а именно экуменистический, антиимперский, ну и, по сути, такой, давайте прямо скажем, в общем, приветственный комитет встречи Антихриста, примерно так это можно обозвать. Вот пока вот есть хотя бы один такой субъект, который под это полностью не подписался, а даже если и подписался, то, вы знаете, не до конца, не искренне, и сохраняется возможность его возрождения, надо ликвидировать. И тут как-то совпадают желания прям обоих планов очень хорошо. Ну, погодите. Есть два момента, которые как бы я хочу, чтобы вы прокомментировали, потому что они выглядят как то, что противоречит вашей теории и утверждению. Момент первый. Папа Римский за то, что постановить войну и закончить войну в Украине. Он это делал неоднократно заявление, вот сейчас тоже. Да? И вообще Папа Римский такой, что и Палестину давайте государство. Это вот свежее. То есть Папа Римский, позиция. Хорошо. И второй момент. Вот я почему спрашиваю, а что вообще миссия какая войны, да, с Россией, имею в виду Европы и России, большой войны. Вот, пожалуйста, город Брюссель. Сегодня пришли кадры. Открытие, ну, вот этой, скажем, вертеп, да, ну, вертеп. И чтобы Рождественский вертеп, да, так он называется. И чтобы, в общем-то, не уничижать чувства верующих мусульман, лиц нет на этих статуях. Ну, вы видели, да? То есть нет, просто... Смотрите, так это прекрасно. Это прекрасно сочетается, потому что же смысл-то вот этого глобального проекта, это же все промежуточные итоги. В идеале у вас должна получиться какая... Давайте, что я говорю, давайте прочитаю то, что говорил на эту тему Паисий Святогорец. То, что вот, смотрите, экуменизм, общий рынок, одно большое государство, одна религия, сшитая по их мерке. Таковы планы у этих дьяволов. Произойдет великая смута. В этой смуте все захотят царя, который мог бы их спасти. И тогда они выдвинут человека, который скажет: я имам, я пятый Будда, я Христос, которого ожидают христиане, я тот, которого ждут иеговисты, я мессия евреев. У него будет 5 я. Так что как раз это прекрасный смысл. Как раз экуменизм, он для того и нужен, чтобы вы как бы все можете... Тут же в чем смысл? Ты можешь... Это ложное единство. Поймите правильно, на чем здесь идет паразитарность. Мы все хотим настоящего единства. Это нормально. То есть люди, особенно там человек с русской культуры, со всем всемирной отзывчивостью и прочим, и в целом истина зовет к сердцу каждого человека. Но это единство может быть обеспечено только единство в истине. То есть единство в истине, чтобы не предавая самое важное. А вот условный экуменизм, он что делает? Он это реальное желание всеединства, ну, по сути, которое теологически восходит к Новому Иерусалиму. То есть, если вы помните вот эти образы рая из пророков и образ рая из Откровения, то, что новое небо, новая земля, и все народы приносят Христу свою славу, и вот это все, и больше нет войны, и наступает настоящий мир. И вот здесь происходит хитрая подмена. Давай тебе как бы это, но без необходимости преображения сердца. А давайте как бы это, но по-настоящему делать не надо, ты просто вот сделай вид, что вот. И вот видите, поэтому можно делать вид, что мы уважаем чувства мусульман. Можно делать вид, что мы тут вместе молимся, хотя у нас там доктринальные различия по самым важным вопросам, тысячелетия неразрешенных вопросов. То есть, нет, если бы эта молитва предшествовала действительно там покаяние, четкое сказание, вот здесь 1000 лет, если бы условно папа сказал, вот здесь мы 1000 лет ошибались, а там Варфоломей бы сказал, а мы вот здесь, или патриарх бы сказал, вот здесь мы 1000 лет ошибались, а тут папа был прав, и поэтому теперь мы молимся, и у нас теперь общение, было бы тогда это хотя бы под какое-то основание было, а тут вот получается такая подмена. Ты как бы ничего не говори, тут как бы все правы, все свою фигу в кармане, но контур единой власти сохраняется.
Тогда как раз вот это, когда говорят о мире, надо же говорить, понятно, это же перемирие. Это мир, который нужен, когда говорит об этом, чтобы успеть перевооружить полки, подготовить снаряды. Сейчас просто с военной точки зрения Украине действительно тяжело. То есть вот этот проект, то есть Россия наступает. То есть перемирие сейчас объективно Западу выгодно. Но просто, понимаете, призывать к перемирию как таковому сразу заподозрят в тебе некий эгоизм, да, такой некоторый, скажем так, как будто ты свой корыстный интерес преследуешь. А когда ты говоришь о мире, ну как, кто же против мира? Вы же не забывайте, что, как говорят тоже святые, на знаменах-то Антихриста, как говорит апостол Павел, то, что когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. И, в общем, мир и безопасность, к сожалению, самое такое большое искушение для нас, потому что его всем, понятное дело, хочется. И никто в здравом уме войну ради войны выбирать не будет. Но мир возможен только в истине. А нам предлагают выбирать между миром и истиной. И вот тогда и происходит, как в той цитате, которую, наверное, я с нее начал, но уместно ей закончить из Еремии. То, что «И перейдут домы их к иным, поля и жены их также, яко простыру руку мою на обитающих на земле сей, глаголит Господь. Понеже от меньшего и даже до большего все совершиша беззаконие». И тут все уместно вспоминать, когда в зеркало смотришься. «От священника и даже до лжепророка все сотворишь ложное, и целях у сотворения людей моих, уничижающий и глаголющий. Мир, мир». А где есть мир? И вот с этой историей оно все и происходит. И поэтому пока нету истинного мира, разговоры о ложном мире являются лишь прикрытием для большой войны. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса и, конечно же, перейдем к вашим вопросам. Очень много их, и все, конечно, не войдут. Но большое спасибо, что пишете. Мы все равно, в общем, на связи, все равно пытаемся отвечать на эти вопросы. Правда, аншлаг, да, но, в общем, в режиме Блиц будем пробовать отвечать, ну, на какие успеем точно. Какая уступка Украины наиболее взрывоопасная в долгосрочной перспективе? Такой опрос: 9% отказ от численности ВСУ, 12% отказ от надежд на НАТО, 29% отказ от травли веры и языка и 50% отказ от территории. Все-таки, видите, парадигма такая, что если откажемся от территории, вот это вот будет взрыв, реваншизм и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем, начнется что-то. Не, ну смотрите, если как в нынешних вам договорах предлагают отказаться от территории, не поменяв ничего внутри, то, конечно, это будет реваншизм, конечно, это будет, по сути, это будет Германия в межвоенный период. Я вам еще гарантирую, вам будут делать рассказы о том, что мы на самом деле перемогали, тут только нам коварные жиды или еще кто-нибудь. Набу. Набу. Коварный Набу нанес удар в спину. И, в общем, а если бы не предатели, то мы бы перемогли. Вот сейчас надо сплотиться вокруг фюрера, и все. Благо, символика-то уже полармии с электрики. Поэтому что? Ну да, электрики с такими символами. Переходим к вашим вопросам, друзья. Всем большое спасибо еще раз. Ссылки на Павла Щелина в описании к этому видео, все его ресурсы, соцсети, переходите, подписывайтесь. Начнем с закрытого клуба «Шелест». Поехали. Виктор, вопрос для Павла. Ряд экспертов очень желают Украине стать восточноевропейским Израилем, но обходят стороной непопулярную тему женского призыва. Как вы считаете, агрессивная насильственная мобилизация в совокупности с запретом на выезд большинства мужчин, обязанности обновлять свои данные для государства и культивирующимся в обществе презрением к ухилянтам являются прямыми свидетельствами андроцида в Украине? И насколько бы расшатало внутреннюю ситуацию в стране решение о проведении хотя бы частичной мобилизации женщин? Хороший вопрос. Заметьте, что частичная мобилизация уже идет. Ряд женщин со специальностями уже, насколько я знаю, выезд запрещен. То есть частичная женская мобилизация уже началась. Вопрос в усиленной женской мобилизации. Такая может привести к некому взрыву. Но опять, если потихоньку, постепенно, по четким категориям, и если не нарушать права питпанков и ограничить этот, скажем так, призыв крепаками, то, я думаю, скажем так, система себя сохранит, к сожалению. Да. Но понятно, что в логике Украины, Израиль, Восточной Европы, прямо скажу, Украина не соответствует этому титулу по многим параметрам. Вот.
даже фундаментально логически, но даже если предположить, что вы двигаетесь в эту, скажем так, в этом ключе, то это, да, это страна, которая постоянно воюет с соседями. И тогда, конечно, все население обязано быть в постоянной мобилизационной готовности. Почему на это должны соглашаться соседи, которые имеют возможность ликвидировать эту угрозу? Вопрос открытый. Еще о женщинах. Анна задает вопрос. Снежана Егорова, одна из участниц моих эфиров, на мой взгляд, очень точно в свое время подметила роль украинской женщины в этом конфликте. Они самые злобные, упоротые за бесконечную войну. Воспитывают детей в ненависти и мужчин не жалеют. Вы согласны с этим утверждением? И можете ли такое поведение, может быть, это поведение некой глобальной местью украинских женщин, украинским мужчинам за какие-то их несбывшиеся мечты, за то, что они не оправдали надежд и чаяний, за то, что просто именно украинская женщина содержала семью, подрабатывая на черных работах в той же России или в Польше? Очень интересный тоже вопрос. Честно, вот не думал его о второй части социологической. Надо поразмышлять. Тут не знаю. Мне больше все-таки близко, мне более близко символическое объяснение. Если вы посмотрите на такую центральную персонаж украинского коллективного бессознательного и мифов Мавку, то вот она дама, которая прям такая полумагичка, полуведьмочка, полупанка. Ну, то есть вообще вот этот весь украинский фольклор. Панночка, магичка, да что говорить, да даже у Гоголя, даже типа позитивный персонаж, отправить ухажера в Петербург за черевичками, так что человеку черта пришлось, как это, знаете, оседлывать. Так себе любящее поведение, да? Ну да. То есть есть такой некий архетип, но если брать Мавку, то это вообще такая прям безжалостный дух, без язычный, как бы и то, что, помните, как с 22 года она по сути и присутствует, вот это, поэтому заметьте, что все женские образы, вот это даже как бы, ну, еретические образы Богородицы с джавелинами, там вот у вас появились вот эти все святые джавелины, то есть вот эта женская такая кибелистическая воительница, такая женская богиня убийств, такая Кали некоторая, она прям очень присутствует в украинском бессознательном, но и неудивительно, что она более резонирует, конечно, с женщинами. Здесь, то есть мне здесь понятно символическое объяснение, а о социологическом, конечно, имеет смысл подумать тоже. Поехали сообщество YouTube. Выборочно, опять-таки, все не прозвучат вопросы, но тем не менее. Здравствуйте, Павел. Как вы относитесь к тому, что в Краснодаре в ответ на строительство храма КПРФ устроили митинг, так как храм, по их мнению, разжигает межнациональную рознь? Это еще особо интересно после крестопада и модификации госсимволики на Кавказе с знамением крестов на ромбы. Ну, смотрите, тема с крестами, это действительно была очень большая тема, но недавно в России был принят закон об официальном. Ну, то есть это трагедия, что эту норму пришлось принимать, но эта норма, тем не менее, была принята, то, что кресты на государственной символике теперь менять нельзя, они защищенный символ, поэтому надо просто посмотреть, как эта норма будет выполняться. Если говорить о поведении коммунистов, то конкретно эта история, давайте так, конкретно это мне не знакомо, то есть надо разбираться, насколько там они реальные городские активисты, насколько городские сумасшедшие, но на фундаментальном уровне, конечно, да. Это остается такая большая тоже слабость в российской идентичности, точно такая же, как многонациональность, куда не переименуют бить создателей этих, скажем так, обоих проектов. Я всегда напоминаю, что Карл Маркс похоронен на острове в Лондоне, на Уайтчепельском кладбище, и то, что все его свои труды он писал с материалов страданий британских рабочих, но так получилось то, что революции произошли где угодно, кроме как в Великобритании, да, то есть все совпадения случайно, да. Но вот эта тема, скажем так, старая линия работы по управлению недопущением возникновения конкурентного субъекта, а с точки зрения одного трона конкурентным субъектом может быть только другой трон, она, конечно, остается, и России здесь очень сложно, это длительная беседа, это длительная внутренняя дискуссия, которая идет. У меня есть ряд эфиров, в том числе на других площадках, где мы ее обсуждаем, но постепенно мы видим все-таки движение более здоровое в этой среде, хотя, конечно, как и всегда в России, надо жить долго, то есть Россия не про быстрые перемены, Россия всегда все-таки на длинной дистанции, это про перемены, которые требуют очень большого терпения. И как и любые перемены, они, разумеется, вызывают сопротивление у тех, кто по тем или иным причинам служит другим идолам.
Артем спрашивает, два вопроса у него. Как вы оцениваете перспективы возможного возрождения роли христианского духовенства в России и его связь с идеями восстановления Российской империи? И вдогонку, насколько реалистично возрождение монархии в современной России? Если чисто теоретически это возможно, кого можно было бы рассматривать в качестве первого претендента на престол? Ну, это вопрос последний точно не имеет отношения на данный момент для публичной дискуссии, потому что те, кто понимает философию монархизма, понимают, что вопрос, кто именно, является гораздо менее важным, если по сравнению с вопросом по какому праву. То есть, если право есть правильное, уж извините за тавтологию, если таинства совершены, то, в принципе, не так важно, какая фамилия. Ну, а в целом, да, нет, и стратегически, вы заметите, мы же видим во всем мире кризис так называемой демократической модели. И, по сути, у нас во всех таких странах, которые хоть немножко субъектны, уже де-факто квази-монархии-то установились. Просто все делают вид, что они тут типа избираемые президенты. Я, поскольку считаю ложь положение не способствующего длительному равновесию ни для Отечества, ни для какого-либо другого субъекта, поэтому довольно на длинной дистанции вижу, разумеется, скажем так, ну, возврат, возрождение монархии как метода государственного и общественного политического устройства, просто потому что оно честное. Оно четко показывает, откуда власть, оно говорит, перед кем ответственность, оно четко показывает и разные источники. Врать меньше в монархии надо, в этом ее главное преимущество. Вот. И, разумеется, финальный вопрос: нет ни одного царства без священства. Поэтому, разумеется, эта роль тоже является ключевой. И то, что в России сейчас мы видим, согласно последним данным, резко возросший интерес к церкви и к своей культуре, к своей традиции среди молодого поколения, моложе 20 лет, является, наверное, самой такой позитивной новостью, которая была за последние, скажем так, годы. Угу. Если вы из России. Я говорю, если вы из России, конечно. Здравствуйте, Александр и Павел. Павел, хочу узнать ваше мнение о Саграда де Фамилия в Барселоне. Насколько, по вашему мнению, это христианский храм? Ну, это творение Гауди, это, скажем так, он еще, по-моему, недостроен, но это католический храм. То есть для католиков это приемлемое выражение искусства. Храмы бывают разные. Тут, если вы поездите по странам, далеко не все они выполнены вот в традиции, скажем так, русского зодчества. Ну, это не факт. Даже православные храмы бывают тоже очень разные по своему убранству, но там все-таки каноны соблюдаются больше. У католиков свободы побольше. Побольше там иногда храм может быть очень такой, похож, знаете, такой на протестантскую просто коробку. Но, с другой стороны, все-таки важно подчеркнуть, главное в храме, все-таки главное, это, то есть все остальное прекрасно, и правильный свет, и правильный звук, и правильный запах, это все способствует нашему, скажем так, движению наверх. Но главное, чтобы, как понять, где храм, а где не храм, служится ли там Евхаристия, совершается ли там таинство литургии. Вот если в храме совершается канонично, ну, то есть истинная литургия, значит, это храм. И с этой точки зрения квартира может быть храмом, и деревом, так, это пень в лесу может быть храмом, если там совершается литургия. Александр, добрый вечер. Павел, вы верующий человек, но задам такой вопрос непростой, наверное. Как вы относитесь к такой версии, что нашу веру православную изменили и переподчинили после Никоновской реформы, превратив ее практически в филиал униатской веры, и многие притязания к Руси со стороны Запада связаны именно с этим, как к вассалу и территориям, которые так до конца не покорились? Ну, тема раскола – это одна из центральных, скажем, там тем, которых я обсуждаю. Считаю, что раскол 17 века является огромной трагедией. Я считаю то, что ваш вопрос важен самим своим фактом, но я не могу полностью с ним согласиться. То есть я не считаю то, что скажем так, старообрядческая версия была абсолютно истинной и верной. И тот факт, то, что потом старообрядство себя не сохранило. То есть, смотрите, ереси в истории церкви случались постоянно. Арианство, то есть был период иконоборчества, да, но всегда потом происходило возрождение и не прерывалась преемственность священства. Тот факт, что в старообрядческой традиции у нас появились множество протестантских
направлении от Хлыстов до Дермаляев, а возрождение непрерывное священства произошло, по сути, только в 20 веке через обратное рукоположение, там, интересно, ну, тут очень длительный процесс, говорит о многом. То есть однозначно раскол и осмысление раскола. И здесь вот, кстати, вашим зрителям с Украины Александр тоже имеет прямое отношение, является центральной сегодня для русской традиции. Вообще нам по-настоящему мир внутри, заметьте, только внутри, а вне я даже не говорю, имеет надежду на него получить только когда мы переосмыслим наш 17 век во всем его трагизме. От руины до раскола, от смута до необходимости модернизации, от бунта до, скажем так, опалы, вот во всех этих ключевых, скажем так, до крепостного права, да, то есть во всем вот этой его двойственной трагичности. И пока у нас не получается вместить его как полноту. То есть какие-то моменты, то есть какие-то грани старообрядческая критика более чем справедлива. Абсолютно. То есть то, что сам факт, что государство по сути записало в раскольники большую часть страны, это даром не прошло. Но и при этом сказать, что государство в тот момент полностью было неправо или действовало просто безумно, потому что, знаете ли, там им масоны нашептали, тоже будет неправдой. К сожалению, все гораздо сложнее. При этом, как вы подчеркнули, почему нет, тема Киево-Могилянского духовенства в расколе, ой, как не раскрыта, которая имеет очень большое значение. Вообще тема всей Украины в этой истории. И это, давайте так кратко говорить про это сложно. То есть у меня пара эфиров на эту тему есть. Я просто подчеркну сейчас важность вашего вопроса. Возможно, самый важный вопрос из тех, кто сегодня был задан. Ну и призову вас копать дальше, копать больше. Приходите ко мне в чат, там на эту тему подробно пообщаемся. Да, в чат. И, в общем, следите за эфирами, за публикациями. Все ссылки на Павла в описании к этому видео. Значит, Александр, пожалуйста, Юрий спрашивает. Спросите у Павла. Узнают ли его на улице и просят ли сфотографироваться? Слава богу, пока сфотографироваться просили очень редко. Было пару раз, врать не буду, иногда узнают. Но редко, слава богу. Так, значит, Павел, объясните, пожалуйста. Украинцы хорошо относятся к Турции, которая захватила часть Кипра. Они хорошо относятся к Израилю, который захватил Голаны. Ни слова упрека в адрес этих стран со стороны официального Киева, ни со стороны простых украинцев, ни притом украинцы ненавидят Россию, которая захватила Крым и ЛДНР. Как вы можете объяснить такую избирательность? Или у всех можно, а у Украины ни-ни? Вы не понимаете, это другое. Ну, мем, простите, тут просто мемы вставлять. Ну, давайте прямо скажем, последовательность мышления – это роскошь, которая в современном медиа и общественном пространстве считается избыточной и ненужной. Ну, у вас правильный вопрос. Ну, что тут сказать, да. Татьяна, добрый вечер. Павел, вы, наверное, слышали, что идеологии СССР называют христианские заповеди только без самой главной. Первое, вместо Бога поставили человека и начали ему поклоняться. Как вы думаете, это и есть главная причина распада СССР, и тогда Советский Союз не был атеистическим государством? Ну, с этой точки зрения я вообще не считаю, что существуют атеистические государства. То есть я считаю то, что любое государство собрано вокруг некого идеологического принципа, который либо который де-факто сакрален. Условно говоря, нет никакой разницы с точки зрения, там, с функциональной точки зрения, подчеркну, с функциональной. Молитесь ли вы там на Конституцию, на президента, на булаву или на конкретно там заветы марксизма-ленинизма. Все равно есть нематериальные символы, вокруг которых это все объединено, и оно де-факто выполняет религиозную роль. Другое дело, что они могут быть истинными и ложными, им может воздаваться должное или не воздаваться должное. Если мы говорим о Советском Союзе, то да, то, что, на мой взгляд, главная причина его трагедии, это была и трагедии его распада, то, что будучи атеистическим, скажем так, на слова государством, он не мог обеспечить передачу следующим поколениям элиты реальной ответственности за страны, которая сберегла бы их от соблазна продать страну в обмен на личный статус. И вот это первое, а второе, фундаментальный титул на длинной дистанции поколенческой: христианские заповеди без Христа не работают. Нельзя быть христианином без Христа на длинной дистанции. К сожалению, экспериментальным образом это было подтверждено на
в один из этапов жизни нашего Отечества. Так, значит, здравствуйте, Сергей пишет. Спросите, пожалуйста, Павла. Есть мнение, что сильные мира всего делятся на черный интернационал, Трамп, Папа Дугин, красный, Сиси, Кириенко и голубые, Путин, Байден, Макрон. Согласны ли вы с этой классификацией и к кому бы причислили себя? Нет, я с этой классификацией не согласен. Там, на мой взгляд, все гораздо более разнообразно и интересно, честно скажу. По поводу интернационалов, ну да. Нет, ну давай так, тот факт, что интернационал, это если под интернационалом понимается то, что элитные лояльности часто имеют трансграничный характер и строятся по иному принципу, чем написано в уставе ООН, да. Но конкретно это деление, синий, красный и черный, на мой взгляд, не является точным, не является самым удачным. Просто это все. Такой вопрос. Александр, спросите, пожалуйста, у Павла, какой у него IQ? И знает ли Павел, кто лучше всех проходит тесты на IQ? Ответ. Составители тестов на IQ. Ну, спасибо за ответ на ваш второй вопрос, а на первый не знаю, не проходил. Что будет с Зеленским, по вашему мнению? Может быть, справедливый суд или своего вытянут, так как он много знает? Нет, ну у господина Зеленского два пути, которые оба ему не нравятся на длинную, и поэтому, знаете, как это, может лучше попозже, да, то есть лучше, может, хочешь помучиться, да тогда уж лучше помучиться. Вот у него эти варианты, потому что его первый путь это к пролету над Гибралтаром, подобно господину Сикорскому в 1943 году. Второй путь, условно, справедливый суд, но в России. Оба эти перспективы ему, мягко говоря, не очень улыбаются. Вопрос, в чем, по вашему мнению, из чата трансляции уже онтологическая разница между традиционным, в кавычках, обществом и обществом постмодерна? В традиционном обществе у вас есть истина, и есть источник этой истины, и есть понимание необходимости служения этой истины, а в постмодерне, как по Достоевскому, Бога нет и все позволено. Угу. Значит, ну, понятно, здесь там новости нам сбрасывают в чат трансляции. Спасибо, друзья, большое. Если закончить войну может любой по команде ФАС из-за океана, то поднять страну после войны может человек калибра Деголя. Есть ли шансы ему появиться в Украине? Спасибо вам большое за работу. Первое, так заметьте, что-то не очень получается, скажем так, из океана-то остановить. Океаны разные, понимаете, нет контрольного пакета. То есть вот господин Трамп, может быть, и хотел бы нажать на кнопочку и остановить, но вот пока кнопочку найти не может на столе, там только кнопочка, где Кока-Колу ему приносят. А вот кнопочку, чтобы войну остановить, он пока не нашел. А в Украине Деголь, понимаете, опять-таки проблема, под каким знаменем? Под каким знаменем все это делать? Если под знаменем «я буду лучше Зеленского воевать с москалями», оно надо, оно получится, не получится. А под знаменем возвращения блудного сына, ну, пока я не слышал ни одного таких, скажем так, запросов. Хотя теоретически возможно, если так подумать, ну, были ли же полковники, в конце концов, в 17 веке? Был в конце концов, и Богдан Хмельницкий. Поэтому кто знает, кто знает. Павел, лично для вас, Фатима спрашивает, что приоритетнее, религия или знание, или религия это и есть знание? Философский вопрос. Правильно, правильно, наверное, имеется в виду, наверное, не религия, а вера. Религия это все-таки оформленная некая вера, да, то есть это система, то есть это уже оформление. А так, конечно, вера. Потому что вера открывает, буквально сегодня читал, то есть есть условно знание, есть, ну, то есть по-простому, есть рациональное, есть иррациональное, да. То есть обычно думают, что беседа идет в этом, скажем так, выбор идет между этими двумя позициями. А вера дает доступ к сверхзнанию. То, что, если угодно, превосходит категорию сверхрациональному, да, то есть она превосходит категорию рациональности. Но это вот православная, скажем так, гносеология. Павел, что реально может изменить в Европе желание воевать с Россией?
Ну, давайте так, желания-то мало. Опять посмотреть желание чье. Понимаете, в чем проблема? У вас есть желание элитных групп, да? То есть у нас есть элитные группы, у которых война с Россией единственный путь сохранения статуса, причем глобального статуса, причем они не для того все это устраивали, чтобы превращаться в ненужных, там, не знаю, правителей Центральной Азии. Безо всяких ошибок, без обид личных представителям Центральной Азии, ничего не имею против, воспроизвожу, так сказать, европейский взгляд на эти вещи. Давайте назовем индейцами. Да, не для этого они, скажем так, все это делали, чтобы индейцами становиться. Поэтому им, как это... А дальше анекдот про Вовочку. Папа, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть. Поэтому им, в принципе, не важно. Они готовы ради этого шанса сохранения себя пойти, в принципе, на любой риск. Что их может остановить? Но только если они будут заняты чем-то более насущным. Например, бунты подавлять на улицах, там, я не знаю, еще внутренняя война у них гражданская начнется. Вот это их может, скажем так, переключить их внимание с задачи общего дела на задачу спасения своей частной шкуры. Но для этого надо заниматься дипломатией. А этим пока не занимается особо никто. Ну, еще один вопрос. Масонство. Орудие глобалистов. Если это мягкая сила глобалистов, то почему в России масонство не запрещают, как в ряде арабских стран, или как в Советской России с 18 года по 1988? Ну, зачем было запрещать в Советском Союзе масонство, когда и так структуры прекрасно работали, просто так не назывались. Вот. А если говорить... Почему? Ну, потому что Россия же тоже, она весь свой путь до конца не прошла. У нее двойственное положение, как это. Я же напоминаю, то, что главный принцип нашего отечества — либерал-государственник. За державу, конечно, обидно, но за деньги, конечно, да. И вот как бы вот в этом дихотомии оно вот определяется. Поэтому отсюда вот такие курьезные моменты, которые вы подчеркиваете. Ну, а традиционно, да, но масоны действительно искренне верят в необходимость вот этого глобального общемирового проекта, гуманитарного, человеческого братства. И они способствуют всем тем силам, которые, с их точки зрения, это глобальное человеческое братство и создают. Поэтому тут люди просто последовательны в своих убеждениях. Друзья, всем большое спасибо за то, что были на нашем сегодняшнем эфире. Павел благодарен за время и мысли. Спасибо, Александр. Друзья, подписывайтесь на Павла Щелина, все ссылки в описании, поставьте лайк этому эфиру, ну и, конечно, подпишитесь, если не подписаны, на мой канал. Берегите себя и друг друга.